Привет, Арми. Неужели дрожащее признание Чингука, произнесенное со спокойной улыбкой, едва скрывавшей месяцы усталости, тихонько знаменовало не только поворотный момент в его физическом восстановлении после изнурительного тура Эйрирнг 2026, но и более глубокое откровение о скрытой цене мировой суперзвездности? Вопрос может показаться драматичным, даже преувеличенным. Но для миллионов, которые следили за каждым вздохом, каждой высокой нотой и каждой ночной прямой трансляцией самого молодого участника BTS, он вовсе не казался преувеличенным. Он казался неотложным. Несколько недель в фан-сообществах ходили слухи. Кадры заключительной части тура Эйрирнг 2026 разбирались покадрово. Внимательные фанаты заметили едва заметные изменения, чуть более медленный шаг между переходами хореографии, рука, ненадолго прижатая к боку перед сменой ракурса камеры, голос, который звучал чуть более напряженно на бис. Это просто усталость. Сезонное заболевание. Или что-то более серьезное за ослепительными огнями сцены? Когда Чингук наконец заговорил, атмосфера мгновенно изменилась. «Мне становится лучше», — ободряюще сказал он. «Пожалуйста, не волнуйтесь слишком сильно». Простые слова. Мягкий тон. Но почему эти слова звучали тяжелее, чем казались на самом деле? По всем измеримым показателям, тур Эйрирнг 2026 года был монументальным достижением. Стадионы заполнялись по всему миру. Спрос на билеты превзошел все ожидания. Хореография была отточенной, живые выступления амбициознее, а качество постановки выше, чем когда-либо. Для участников BTS это была еще одна историческая глава в карьере, уже отмеченной рекордными достижениями. Однако история редко фиксирует тихую цену совершенства. Источники, близкие к съемочной группе, описывали график, который оставлял мало места для восстановления, выступления один за другим в разных часовых поясах, пресс-конференции, наложенные на репетиции и расписание перелетов, которые сливались воедино. Для исполнителя, известного тем, что он выкладывается на полную, стремление Чингука к безупречному выступлению, возможно, стало одновременно его величайшей силой и величайшей уязвимостью. Первые опасения у фанатов возникли во время одного из финальных концертов. Его обычная взрывная энергия казалась несколько сдержанной. Фирменный спринт по расширенной сцене во время танцевального перерыва выглядел медленнее. Это было едва заметно. Многие обычные зрители этого бы не заметили, но ARMY замечают все. Видеоролики распространились в сети в течение нескольких часов. «С ним все в порядке?» Спрашивали одни. «Он просто устал», настаивали другие. Затем появились сообщения о том, что он был истощен после возвращения заключительной части тура. Никаких официальных медицинских подробностей не было раскрыто, никаких подтвержденных случаев госпитализации не было. Тем не менее, слово «истощен» имело вес. В индустрии, где айдолы часто преуменьшают боль, истощение может быть закодированным языком для чего-то более глубокого, физического истощения, иммунной перегрузки, эмоционального выгорания или, возможно, всего сразу. Когда Чингук обратился к фанатам напрямую, он ничего не драматизировал. Он не перечислил симптомы. Он просто попросил их не слишком волноваться. И эта просьба была очень показательной. Те, кто следил за ним с момента его дебюта в подростковом возрасте, знают, что он редко проявляет уязвимость без умысла. Сила всегда была частью его образа. Надежность – частью его личности. Поэтому, когда истощение наконец заставило его сбавить темп, это показалось символичным. За гламуром тура скрывалась невероятная физическая нагрузка. Инсайдеры индустрии подсчитали, что исполнители в высокоинтенсивных турах сжигают тысячи калорий за выступление. Добавьте к этому смену часовых поясов, недостаток сна и постоянное напряжение голосовых связок, и даже самые сильные тела начинают протестовать. Небольшие моменты из закулисных съемок усиливали беспокойство. Чингук откидывается на спинку репетиционного кресла с закрытыми глазами, массирует горло между дублями, спокойно терпя без жалоб. Однако у выносливости есть пределы. Психологи описывают феномен, называемый отложенным спадом. В
В периоды высокого уровня адреналина, такие как туры, исполнители преодолевают усталость. Но как только график замедляется, организм перестраивается. Симптомы усиливаются. Иммунитет ослабевает. Спад наступает после того, как внимание публики угасает. Неужели это случилось с ним? Во время заключительных мероприятий тура другие участники группы стали более внимательно к нему относиться. Успокаивающая рука на его плече. Тихие взгляды, полные беспокойства. Слова были не нужны. Фанаты понимали. Затем наступил переломный момент, прямая трансляция, где он выглядел спокойнее, мягче. «Я отдыхал», — поделился он. «Я забочусь о себе». Социальные сети наводнили его словами поддержки «Не торопись». Здоровье превыше всего. Мы подождем. Что отличало этот момент, так это его искренность. Он не выставлял переутомление героическим поступком. Он не превозносил преодоление боли. Он просто признал восстановление. Улучшение предполагает предыдущий спад. «Не волнуйся слишком сильно», — говорит об осознании тревоги. Вместе они образуют тихое признание. Была борьба, но она не была катастрофической. Позже инсайдеры намекнули, что врачи рекомендовали структурированный отдых и снижение нагрузки. Появления появлялись более продуманно. Репетиции включали больше перерывов. Дни отдыха для голоса стали приоритетными. Небольшие, но значимые изменения. Эмоционально фанаты тоже повзрослели. Нарратив сместился от паники к терпению. Вместо того, чтобы постоянно требовать контента, они стали призывать к восстановлению. Один вирусный пост гласил: «Если Чингук может отдыхать, то и мы можем». Возможно, в этом и заключался скрытый дар этого этапа. Истощение перестало быть скандалом, а стало разговором об устойчивости. О границах. О переосмыслении силы. Возможно, стойкость – это не бесконечное движение вперед. Возможно, это умение вовремя отступить. В последних выступлениях Чингук выглядел легче. Он смеялся свободнее. Его движения казались расслабленными. Не идеально восстановившийся, но неуклонно улучшающийся, как он и говорил. И, возможно, это самый реалистичный результат. Тур Эрирнг запомнится своими художественными достижениями. Но для фанатов он также может запомниться как момент, когда они коллективно поняли цену гениальности. Потому что иногда самое мощное возвращение начинается не с фейерверков или эффектного выхода на сцену. Иногда все начинается тихо, со спокойной улыбки и простого обещания «мне становится лучше». И в этих словах заключены стойкость, благодарность и разрешение для себя и для миллионов зрителей отдохнуть, восстановиться и снова подняться без извинений. В последующие тихие дни свет софитов наконец погас, уступив место не репетициям или вспышкам фотокамер в аэропорту, а чему-то гораздо более редкому в жизни Чингука – покою. Впервые за несколько месяцев не было обратного отсчета до следующего этапа, не было внутриушных мониторов, жужжащих от сигналов, не было ревущих стадионов, требующих от него каждой капли энергии. Вместо этого был отдых, неструктурированный, неторопливый и крайне необходимый. Близкие к Чингуку люди описывали утра, которые начинались позже обычного, и еду, которую он ел не спеша, а не в перерывах между делами, и моменты, когда он просто сидел у окна, слушая тихую музыку. Это звучало обыденно, почти банально, но для человека, который годами жил на полную катушку, обыденное стало необыкновенным. Восстановление не было драматичным или кинематографичным, оно было тихим и повторяющимся: питье воды, сон, легкая растяжка, короткие прогулки, нежные голосовые упражнения. Шаг за шагом, вдох за вдохом, его тело начало возвращать себе то, что отняли месяцы неустанных гастролей. И, возможно, в этой тишине, вдали от оглушительных аплодисментов, он заново открыл для себя нечто еще более важное, чем выносливость – баланс. Однако этот баланс не появился мгновенно. Исцеление редко происходит по прямой линии. В некоторые дни его энергия возвращалась так естественно, что казалось, будто ничего и не было.
В другие дни усталость задерживалась немного дольше, напоминая ему, что восстановление нельзя ускорить. Даже к простым занятиям, легким репетициям, коротким посещениям студии, неформальным тренировкам он подходил с новым осознанием. Вместо того, чтобы преодолевать дискомфорт, как он делал раньше, он останавливался. Он прислушивался. Это был тонкий, но глубокий сдвиг в мышлении. Годами выносливость означала игнорирование ограничений. Теперь выносливость означала их уважение. Сотрудники, окружавшие Чингука, начали замечать разницу. Перерывы больше не пропускались. Бутылки с водой всегда были под рукой. Менеджеры незаметно корректировали время начала репетиций, чтобы позволить ему высыпаться. Хореографы сокращали повторения, когда движения казались слишком сложными. Это были небольшие, почти незаметные корректировки, но вместе они формировали защитный ритм, призванный не только подготовить его к следующему выступлению, но и сохранить его силы на долгие годы. Тем временем участники BTS продолжали окружать его той же непринужденной теплотой, которая всегда определяла их связь. Смех снова наполнял репетиционные залы. Вернулись подшучивания. Непринужденные разговоры длились дольше обычного, как будто все понимали, что эти тихие, обычные взаимодействия важны как никогда. Для посторонних это выглядело ничем особенным. Для давних поклонников это ощущалось как поддержка в чистом виде. Сила группы никогда не заключалась только в синхронной хореографии или рекордных выступлениях, она заключалась в таких моментах, когда забота заменяла спешку. Постепенно присутствие Чингука вновь обрело свою привычную искру. Его осанка выпрямилась. Голос звучал свободнее и без напряжения. Яркая, мальчишеская улыбка, которую фанаты запомнили за эти годы, стала появляться чаще, непринужденно и искренне. Не та энергия, которая подпитывается адреналином на стадионном бисе, а что-то более устойчивое, более здоровое. Устойчивая яркость. И, возможно, это был самый показательный признак. Он не пытался доказать, что вернулся. Он просто вернулся. В этой устойчивости было что-то тихое, преобразующее. Раньше каждое возвращение на публику сопровождалось зрелищем, большие сцены, более громкие аплодисменты, более высокие ноты. Но на этот раз изменения были мягче, почти незаметны, если только вы не обращали на них пристального внимания. Чингук больше не двигался, как будто мчится на перегонки с невидимыми часами. Его шаги казались размеренными, обдуманными, как будто он понял, что долголетие имеет значение. Больше, чем просто интенсивность. Во время небольшой онлайн-встречи в студии, транслировавшейся для фанатов, он говорил более непринужденно, чем обычно. Не было никаких драматических речей, никаких громких обещаний вернуться сильнее, чем когда-либо. Вместо этого он делился простыми новостями, что он ел, какие фильмы смотрел, какие песни слушал поздно ночью. Разговор протекал естественно, как разговор друга после долгого дня. И, как ни странно, эта нормальность утешала фанатов больше, чем любое отточенное выступление. Потому что нормальность означала стабильность. Стабильность означала исцеление. Это также ознаменовало тонкую эволюцию в том, как он воспринимал себя, не просто как кумира, от которого ожидает совершенства, но как человека, которому позволено замедлиться. Годами его личность была неразрывно связана с усилиями, более длительные тренировки, более быстрый бег, более высокое пение. Теперь появилось место для чего-то более мягкого. Отдых перестал быть помехой успеху, он стал его частью. Наблюдатели за индустрией также начали замечать этот сдвиг. Разговоры о структуре туров стали более серьезными. Перерывы на восстановление, которые раньше считались необязательной роскошью, стали обсуждаться как необходимость. Опыт Чингука не был представлен как слабость, а как доказательство того, что даже самые сильные исполнители нуждаются в защите. Косвенно его тихая честность, возможно, помогла изменить ожидания, не только для него самого, но и для других, идущих по тому же сложному пути. И внутри BTS эти изменения ощущались еще более лично. Репетиции стали легче, наполнены спонтанными шутками и незапланированными перерывами. Давление,
которое раньше тяжело витало в воздухе, смягчилось. Они не просто готовились к следующему этапу, они учились выдерживать. Для фанатов, наблюдавших издалека, эта глава несла неожиданный урок. Поддержка артиста не всегда означала просьбу о большем количестве контента, большем количестве выступлений, большем количестве появлений. Иногда это означало позволить себе молчание. Позволить себе восстановиться. Довериться тому, что отсутствие сегодня может защитить завтра. Поэтому, когда Чингук улыбнулся во время своего следующего публичного выступления, глаза сияли, плечи были расслаблены, это не выглядело как заголовок о возвращении. Это было похоже на нечто более тихое и гораздо более значимое. Это было похоже на то, как человек наконец-то позволил себе дышать. И в этом единственном вздохе была сила, не взрывная, не подавляющая, но достаточно устойчивая, чтобы нести его вперед долгие годы. Так что, возможно, эта история никогда не была по-настоящему об истощении. Возможно, она была о чем-то более глубоком. О том, что даже самым ярким звездам нужна темнота для отдыха. Что даже самые сильные голосы заслуживают тишины. И что даже такой человек, как Чингук, все еще человек. Не непобедимый. Не безграничный. Просто невероятно смелый, что признал, когда пора сбавить темп. Потому что настоящая сила – это не выступать, преодолевая боль. Настоящая сила – это выбор исцелиться. И, возможно, именно поэтому его простые слова значили так много. Мне становится лучше. Не громче. Не сильнее. Просто лучше. Шаг за шагом. День за днем. И, возможно, этого достаточно. Итак, когда свет гаснет и сцена затихает, мы не прощаемся. Мы не волнуемся. Мы ждем. Мы доверяем. И мы радуемся его здоровью так же громко, как и его выступлениям. Потому что в следующий раз, когда он выйдет на сцену, это будет не просто возвращение. Это будет обещание. Обещание, что он отдохнул. Обещание, что он исцелился. Обещание, которое он сам выбрал. И когда этот момент настанет, мы будем здесь.